Добрый день, друзья! Меня зовут Неля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом торта Наполеон. Мне он больше нравится по приготовлению, чем обычный стандартный Наполеон в духовке. Сами коржи готовятся на сковороде быстрее. Торт получился в меру сладким, хорошо пропитанным, нежным и мягким. В первую очередь приготовим тесто. Для измерения продуктов нам понадобится стакан на 250 грамм. Для теста нам понадобится сметана, сливочное масло, либо маргарин, сода, яйцо и сахар. В миске смешиваем растопленное сливочное масло, либо маргарин, сметану, сахар. Вводим одно яйцо, перемешиваем. Соду гасим уксусом и добавляем в миску. Снова тщательно перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Муки понадобится примерно 3-4 стакана. Вымешиваем тесто сначала в миске, затем на рабочей поверхности. Когда тесто держится одной общей однородной массой, вымешивать достаточно. Оно должно получиться мягким, слегка липковатым. Скатываем его в шар, накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 20-30 минут. Пока тесто отдыхает, приготовим крем. Нам понадобится молоко, сахар, мука, яйца, сливочное масло, ваниль. Молоко выливаем в сотейник, либо кастрюльку, добавляем сахар и нагреваем. Оно должно быть горячим, кипятить не обязательно. Убираем пока с огня. На сухую сковороду высыпаем 150 грамм муки. Это примерно 5 столовых ложек с горкой. Обжариваем до пахучего аромата, постоянно помешивая. Сковорода накаляется быстро, поэтому не оставляйте ее без присмотра. Я чуть поджарила муку, делать это совсем не обязательно, потому как крем будет иметь характерный цвет. Убираем муку со сковороды и обязательно просеиваем, потому что в процессе жарки образуются маленькие комочки. Добавляем в муку 3 яйца, перемешиваем до однородности. Постепенно вводим горячее молоко, грамм 100-150, перемешиваем. Вводим полученную массу в сотейник с молоком и отправляем на медленный огонь. Варим крем, постоянно помешивая до загустения. Когда на креме остается след от венчика, выключаем. Крем ни в коем случае не должен кипеть. Добавляем кусочек масла и ваниль, хорошенько перемешиваем. Если вы приготовили крем заранее, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть сначала при комнатной температуре, затем отправляем в холодильник. Достаем тесто из холодильника, оно хорошо остыло, стало довольно плотным. Делим его на 14 равных частей. Можно меньше, тогда тортик получится чуть ниже. Каждую часть подкатываем в шарик и выкладываем на тарелку, припыленную мукой. Накрываем пищевой пленкой, чтобы оно не заветрилось. Берем по одному шарику. Остальное тесто можно убрать в холодильник. Я не прячу, мне с мягким тестом работается намного проще. Рабочую поверхность и само тесто хорошо припыляем мукой. Раскатываем в тонкий пласт. Сковороду нагреваем на среднем огне, ничем смазывать не нужно. Переносим тесто с помощью скалки на нагретую сковороду. Обжариваем с двух сторон до румяности. Затем убираем. Сразу же вырезаем из него ровный круг,
У меня крышка диаметром 18 см. Обрезки мы будем измельчать с помощью блендера и украшать ими торт. Таким же образом обжариваем остальное тесто. Готовится очень быстро. Пока поджаривается один кусочек, я раскатываю следующий. В итоге у меня получилось 14 вот таких ровных румяных коржей. Берем один корж, смазываем кремом и выкладываем на тарелку. Формировать я буду с помощью кондитерского кольца, хотя можно и без него. На каждый корж выкладываем по 2 столовые ложки крема. Равняем его по всей поверхности. Таким образом собираем наш торт. Вместе с кремом можно добавить измельченные жареные грецкие орехи. Накрываем сверху последним коржом. Его я кремом не покрываю. Пищевая пленка. Сверху кладем груз и отправляем примерно на 1 час, чтобы торт просел и принял нужную форму. Затем убираем кольцо. Смазываем верхушку торта оставшимся кремом. Обрезки коржей измельчаем блендером. И посыпаем торт сверху и по бокам. Убираем торт на несколько часов для пропитки, лучше на ночь. Давайте разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. Торт получился в меру сладким, хорошо пропитанным, нежным и мягким. Мне он больше нравится по приготовлению, чем обычный стандартный Наполеон в духовке. Сами коржи готовятся на сковороде быстрее. Этот торт мне готовила сестра, когда я приезжала к ней в гости, будучи студенткой, с нежным заварным кремом и тонкими коржами. Самое приятное, что готовится он без духовки. Если вам не нравится идея с мучным заварным кремом, его можно приготовить на крахмале. Рецепт оставлю в описании под видео. Друзья, как вам такой рецепт? Пишите в комментариях, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой!